Вокруг кипиш, с вами Мимиш. В Кагаме было много разных обновлений. Были так и хорошие обновления, так и такие себе. Поэтому я решил составить топ-10 обновлений в Кагаме за все время. Сразу говорю, это только мое мнение, которое может не совпадать с вашим. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а теперь погнали. Десятое место. Джетпаки. Джетпаки вышли в 2013 году. И на тот момент, когда в Кагаме было не так уж много контента, это было что-то уникальное. По сей день джетпаки являются отличной вещью в игре. С помощью них можно разнообразить PvP, с помощью них можно найти различные секретки в играх и тому подобное. А с добавлением топлива джетпаки стали немного, но все-таки интереснее. Девятое место. Кристаллы и игровые уровни. Кристаллы и игровые уровни вышли в 2019 году. Кристаллы очень хорошо дополняли кугакоины. При этом за достижение геймтайра можно получить награду, например XP и класс. При этом вы можете сами настраивать, какие награды и в каком количестве получат игроки. Чем больше кристаллов, тем дольше накапливаются игровые уровни. А если вы не хотите долго копить, то можете купить их за золото. В общем, очень хорошая фишка. Восьмое место. Аксессуары. Они вышли в 2013 году и задние в 2018. Первым аксессуаром была ковбойская шляпа, и как по мне, аксессуары отлично дополняют аватар вашего персонажа. Например, я решил поставить себе вот такие. Где-то 30 или 40% всех игроков носят аксессуары, при этом у них есть разные категории и редкости. Самая, так скажем, крутая – это легендарная. Большинство из аксессуаров вы можете купить за золото. Исключением являются те, которые вам дают за достижение нового уровня. Интересный факт. Самым дорогим из них является корона. Она стоит целых 15 тысяч золота. Седьмое место. Редактирование меча. Данная функция вышла недавно, в 2023 году, и была очень прикольной. Вы могли не только менять меч внешне, а еще настраивать его. Допустим, какой у него будет урон, с какой скоростью он будет бить, какой звук он будет издавать при ударе. Сейчас есть много карт с большим разнообразием уникальных мечей, к тому же старый меч заменили на новый. Шестое место. Костюмы. Если честно, это обновление меня немного разочаровало, но все равно костюмы являются классной фишкой. Появилось много карт с прятками, предметами. Кстати, вы не можете взять оружие, когда находитесь в костюме. А еще, было бы прикольно, если можно было залезть в коробку и пройти какое-нибудь задание в одной из игр. Вышло это обновление в 2023 году. Пятое место. Темы. Эту фишку добавили в 2018 году. Очень полезное обновление для создания определенной атмосферы в играх. Причем количество настроек немалое. От тумана до высоты облаков, дня и ночи, до размера солнца. Каждая тема стоит 100 золота. Но предупреждаю, если вы захотите удалить тему, то золото вам никто не вернет. Так что тщательно выбирайте тему. Но если вы не миллионер, как Катнап. Четвертое место. 2D режим. Единственная функция в этом топе, которая была удалена. Было создано много игр в 2D режиме. Да и в целом появилось гораздо больше разнообразия для создателей карт. 2D режим вышел в 2015 году для конкурса, но в итоге остался, но, к сожалению, был удален в 2017 году. Почему же он был удален? Ну, тут есть две причины. Первая, это к концу 2016 года 2D режим перестал быть таким популярным, да и разработчикам, чтобы выпустить обновление, требовалось сделать его сразу в двух режимах. Но было бы классно, если сделали какой-то конкурс карты, где на время вернули бы 2D режим. И тройку у нас открывают классы. Классы были добавлены в октябре 2019 года. На них можно устанавливать скины, добавлять, редактировать их способности, причем их количество довольно большое. Классы могут быть наградой за достижение нового геймтайра. Вы можете дать классам команду или сделать так, чтобы игрок не мог играть за свой скин, а только за классы, которые вы добавили. Однако, чем больше способностей вы ставите на класс, тем больше на нем игровой уровень. Серебро у нас забирают шейдеры. Это обновление вышло в феврале 2024 года, и работают шейдеры с помощью новых настроек. Вы можете изменить графику, скорость анимации в блоках, освещение, изменили анимацию килла и яда, а также ее добавили лаве. Да и в целом с помощью шейдеров начал ощущаться какой-никакой, но реализм. Странно, что некоторые хейтят это обновление, говоря о том, что из-за шейдеров у них теперь лагают компьютеры. Но я им хочу посоветовать просто понизить качество
качество графики. И лучшим обновлением в Кагаме становится хус-ротация. Данное обновление вышло в июне 2023 года и гораздо облегчило создание карт. Ведь раньше нужно было постоянно перестраивать модель, что было неудобно, даже читы выходили с хус-ротацией, что я, конечно же, не одобряю. К тому же они немного, да и повысили планку качества в Кагаме. Вы можете вращать модель во все стороны, правда иногда происходят баги и есть пару недоработок, но они не так сильно все портят. В общем, хус-ротация заслуженно занимает первое место, и думаю, разработчики время от времени будут как-то дополнять ее. Ну и на этом мой топ заканчивается. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Повторюсь, это только мое мнение, так что если вы с чем-то не согласны, можете написать об этом в комментариях. Думаю, сказал все, что хотел. До новых встреч!